Глава 916. Внезапное приближение. «Нехорошо!» — крикнул Ханли. Его сердце ушло в пятки. Он хотел избегать любых неприятностей, но сейчас, казалось, это было невозможно. Судя по давлению, которое все трое оказывали, было ясно, что все они были культиваторами зарождающейся души. Однако сила серой ци колебалась, словно ее владелец был ранен. Похоже, что двое других собирались убить его. Не в силах их избежать, Ханли стиснул зубы и улетел в сторону. Он хотел посмотреть, пролетят ли эти трое мимо, проигнорировав такого незначительного культиватора заложения основ, как он. Пролетев 40 метров, Ханли внезапно остановился и с недоумением огляделся. Облако серой ци вскоре пролетело мимо. Внутри серой ци был скрыт бледный культиватор в высокой короне. Когда он холодно взглянул на Ханли мимоходом, на его лице появилось странное выражение. В следующее мгновение он метнулся вперед на 100 метров. После этого вокруг него разразилась серия взрывов, сотрясших весь мир, и с 300 метров пролетела желтая тыква шириной 3 метра. Горлышко тыквы дрогнуло, и облако желтого песка вырвалось в сторону бегущей серой ци. Песок падения души. При виде этого на лице фигуры в серой ци отразился ужас, и она попыталась уклониться от него. «Хех! Брат славный пламень, ты слишком медленный!» Под дикий смех из тыквы появился крупный мужчина в желтой одежде с густой бородой. Затем крупный мужчина сделал жест заклинания. В следующее мгновение раздался взрыв, и небо закрыло облако темно-желтого песка, внутри которого можно было разглядеть флаги ограничительной формации. Король славного пламени, культиватор в серой ци, встревожился этим внезапным развитием событий и поспешно выстрелил вниз, чтобы сбежать от желтого песка, однако песчаное облако уже окутало его более чем на километр. Король славного пламени замер и бросил угрожающий взгляд на мужчину в желтом, стоящего на вершине огромной тыквы. Их противостояние длилось лишь мгновение, прежде чем белая буря и черное дьявольское облако приблизились к нему, полностью окружив его. Крупный мужчина в желтом спокойно сказал: «Брат славный пламень, когда ты сражался с мистической песней секты Великая Янь, ты был ранен солнечным кирпигелем, и твое неполное тело небесного трупа тоже было тяжело ранено. Теперь ты окружен. Если ты выплюнешь свою жемчужину небесного трупа и позволишь нам схватить тебя, мы оставим тебя в живых. В конце концов, мы давно знакомы, и мне бы не хотелось рассеивать твою душу». Услышав это, король славного пламени ответил с совершенно спокойным выражением на лице: «Мастер диких песков, я знал, что это ты. С тех пор, как я покинул эту древнюю гробницу, меня преследовало чувство беспокойства. Кажется, ты следил за мной все это время. Судя по тому, что ты заманил меня в эту ловушку, похоже, ты давно все это планировал. У тебя стальное терпение, да. Ты следил за мной в течение 10 лет, так что ничего удивительного, что я попался. Но ты действительно думаешь, что мелкого желтого песка будет достаточно, чтобы остановить меня?» Услышав это, мужчина в желтом ответил: «Кажется, что ты меня не понял. Мы не позволим тебе сбежать. Брат славный пламень, пеняй на себя. Мы не ожидали, что у тебя будет что-то столь же важное, как жемчужина небесного трупа. Кроме того, не забывай, что для того, чтобы этот план сработал идеально, я наполнил свою тыкву синим небесным кристаллическим песком и тем, что мадам Небесный камень совершенствовала более 100 лет. Если ты все еще думаешь, что сможешь сбежать от этого песка с помощью техник земляного перемещения, то ты, верно, бредишь». Король славного пламени изменился в лице, но с сомнением спросил, ухмыльнувшись: «Синий небесный кристаллическим песок. Как будто мадам Небесный камень позволила бы тебе одолжить что-то столь же ценное, как и ее собственная жизнь. Ты блефуешь». Хе-хе, мастер диких песков холодно рассмеялся, услышав это, и не удосужился опровергнуть, заставив сердце короля славного пламени трепетать. Несмотря на очевидное преимущество 3 дьяволов, они теперь оказались в тупике. Казалось, что они либо боятся того, что произойдет, если он будет сражаться за свою жизнь, либо они планируют что-то еще. При виде этого король славного пламени обрадовался. Прежде чем он сбежал, он послал голосовую передачу для подкрепления, и вскоре они прибыли. Тишина наполнила воздух, пока четверка продолжала сопротивляться. Помимо этих 4 старых эксцентриков, в желтом песке оказался 5-й человек. Этим человеком был Ханли, который был застигнут врасплох и случайно попал в песчаную формацию с ними. Ханли чувствовал себя особенно мрачно и сидел тише воды, надеясь, что он не привлечет никакого внимания. Когда началась битва, он стал ждать возможности ускользнуть. Но прежде чем он смог убежать, из облака черной дьявольской ци раздался резкий голос: «Этот младший, он нам мешает. Давай сначала убьем его, пока он не стал нам помехой». Крупный мужчина в желтом посмотрел на Ханли и тупо сказал: «Верно. Давай убьем вредителя».
Услышав это, сердце Ханьли вспыхнуло от гнева. Похоже, ему придется использовать свою последнюю возможность снять печать души или умереть. Недолго думая, он сделал жест заклинания и тихо пробормотал про себя, заставляя по его лицу циклически перемещаться изображение 5 светящихся зеленых призрачных лиц. Затем 5 зеленых шариков размером с яйцо вылетели из его тела и исчезли без следа. В то же время старый дьявол в черном облаке уже начал атаку. Часть черного облака стала сгущаться в черного питона, который яростно метнулся к Ханьли, обнажив свои острые клыки. Когда мужчина в желтом и культиватор в белом вихре увидели это, они не удосужились атаковать на мелкого культиватора заложения основ. Но когда король славного пламени увидел, что происходит, его лоб дрогнул, и на его лице появился след удивления. Огромный черный питон быстро поднялся над Ханьли с широко раскрытой пастью, но затем Ханьли поднял руку и выпустил вспышку золотой молнии. Она ударила огромного питона. Его тело дрогнуло и рассеялось в пыль. Вскоре после этого Ханьли начал распространять магическую силу в своем теле и выпустил удивительную ауру, покрывающую его тело сверкающим лазурным светом и обильной духовной ци. Легко победив питона, он посмотрел на старых дьяволов перед собой и спокойно сказал: «Вы 4 можете сражаться, но не нужно вовлекать меня. Я просто пролетал мимо». Старые дьяволы в шоке одновременно уставились на Ханьли. В тот момент они поняли, что культиватор, который по воле случая попал в их ловушку, был культиватором наравне с ними. Он просто скрывал свою ауру с помощью какой-то неизвестной техники. У этого человека были какие-то злые намерения, или он действительно оказался здесь случайно. 3 дьявола начали размышлять о ситуации и замолчали, погрузившись в свои мысли. Король славного пламени почувствовал, как его сердце дрожит. Хотя он знал, что Ханьли был культиватором, который преодолел барьер Ваджры и должен обладать некоторыми способностями, он не ожидал, что у него будет такой впечатляющий уровень культивации. Король славного пламени изменился в лице от осознания этого. Ханьли поспешно распространил свое духовное чутье за пределы ограничений желтого песка и слегка нахмурился. Внутри действительно были небесный песок, и чтобы преодолеть его, требовалось немало усилий. Подумав немного, Ханьли спокойно обратился к мужчине, стоявшим на вершине большой тыквы: «Господин Даосист, вы слышали меня? Я не планирую вмешиваться в ваши дела, поэтому вы должны позволить мне уйти». Немного поколебавшись, мужчина в желтом сказал: «Господин Даосист, не могли бы вы сказать нам свою фамилию и почему вы были в Снежных горах?» «Моя фамилия Хань, и я пролетал мимо этих гор». «Такого ответа должно быть достаточно», — ответил Ханьли холодным и нетерпеливым тоном. У Ханьли было ограниченное количество времени, прежде чем печать души вступит в силу, поэтому Ханьли не мог долго оставаться в этой ситуации. «Открыть ограничительную формацию и позволить вам уйти». Лицо мужчины в желтом стало мрачным. Он моргнул несколько раз и затем сказал: «Боюсь, что этого не будет, эту песчаную формацию трудно снять. Если мы ослабим ее, мы дадим ему возможность сбежать. Может, вы подождете немного, и мы освободим вас после того, как истребим этого старого дьявола». Король славного пламени усмехнулся и сказал: «Если господин Даосист Хань поверит этим 3, то вы сами подпишете себе смертный приговор. Когда они убьют меня, они займутся вами. Проявите мудрость и присоединяйтесь ко мне, чтобы вместе преодолеть барьер. Моя пещерная резиденция находится поблизости. Если вы поможете мне разрушить эту формацию, вам нечего будет бояться их, когда мы прибудем туда. Если вам это по вкусу, я даже могу дать клятву дьявольского сердца и отплачу вам, когда мы сбежим». Ханьли поднял бровь, услышав это, поскольку слова мужчины в желтом особенно омрачили его. «Будет лучше, если господин Даосист поймет всю ситуацию, прежде чем он предпримет какие-либо действия. Если вы поможете ему, не вините нас, если мы будем действовать беспощадно. Вы должны понимать мощь обеих сторон, не говоря уже о том, что из нашей песчаной формации будет крайне сложно убежать. Разумеется, если вы не хотите умереть здесь с ним. Мои условия довольно просты. Вам нужно только немного подождать, и когда придет время, мы вас освободим. Я также готов дать клятву дьявольского сердца». Глава 917. Вступая в бой. Король славного пламени взглянул на Ханьли и ответил на угрозы мужчины в желтом, сказав: «Господин Даосист, не слушайте их. Скоро прибудет мое подкрепление. Если вы объединитесь со мной ненадолго, вам ни о чем будет беспокоиться». Появление Ханьли стало неожиданным фактором, который мог склонить чашу весов в пользу любой из сторон. В данный момент Ханьли скрестил руки с задумчивым выражением лица. Когда мастер диких песков услышал короля славного пламени, в его глазах появился зловещий блеск, но он заставил себя оставаться неподвижным.
Хотя этот юноша не полностью проявил свои способности, мастер диких песков не смел недооценивать после золотой молнии, которую он показал ранее. В этих обстоятельствах он больше не мог скрывать свой план и прямо сказал: «Брат славный пламень, неужели ты вскрыл 7 дьявольских семян и 3 желтых земных демона? Когда ты покинул свою гробницу, мы с господином даосистом Небесным Ветром установили снаружи ограничительную формацию. Твое подкрепление застряло в ловушке в гробнице. Хотя, возможно, им удастся пробиться через нее. Они застряли там минимум на полдня. Кроме того, хе-хе». Сказав это, он начал холодно смеяться. Кроме того, что сердце короля славного пламени стало угрюмым, и он впился взглядом в крупного мужчину, сжав кулаки. Мастер диких песков посмотрел на небо и ухмыльнулся. Кроме того, сейчас почти полдень, и скоро наступит извержение иньской ци в жилах земли. Брат славный пламя, твое искусство небесного трупа значительно ослабеет. Выражение короля славного пламени застыло при виде этого, и вокруг него появился слабый слой черной ци. С яростной улыбкой на лице он яростно сказал: «Хорошо, очень хорошо. Я не думал, что ты знаешь о моем искусстве небесного трупа и об инскотсце земли. Однако это лишь поверхностные детали. Ты сам станешь свидетелем мощи моего искусства небесного трупа». Без надежды на подкрепление, он впал в ярость и начал высвобождать свои силы, не собираясь сидеть в ловушке и ждать смерти. Конечно, если он не сделает все возможное, он не сможет победить Ханьли. Король славного пламени тут же выплюнул клубок черной крови, который сформировал черный талисманный иероглиф, а затем он поместил его себе на лоб, оставляя четкий след. Талисманный иероглиф засветился черным демоническим светом, в результате чего тело старика выпустило сверкающую серую трупную ци, и он дико взревел. Хотя мастер Дикий Песок не знал, какую способность тот пытался использовать, он не собирался давать ему возможность использовать ее. «Атакуем! Нам не нужно больше сдерживаться!» Крикнув, он топнул на тыкву под собой. Тыква слабо затрепетала и извергла желтый песок, который в мгновение сгустился в водяного дракона высотой 10 метров, который яростно набросился на короля славного пламени. Двое других при виде этого сделали то же самое. Белый штом внезапно взревел и выпустил более 100 ветреных клинков. Каждый клинок сверкал ярким светом, издавая невероятные вопли. Облако дьявольской ци выпустило более 10 летающих сабель. Каждая из них светилась угольно-черным светом и быстро увеличилась в полете до 3 метров. Под прикрытием ветреных клинков сабли было сложно разглядеть. Как только эти атаки собирались поразить короля славного пламени, он закончил применять свою технику. Он взвыл от ярости, и его корона взлетела в воздух. Волосы стали дико развиваться на ветру, меняя цвет до темно-фиолетового. Он скрестил руки и стал на метр выше. На его теле появился толстый слой зеленого меха длиной 3 дюйма, а с кончиков пальцев вырвались острые пурпурно-черные когти. Его лицо быстро сморщилось, а изо рта показались клыки длиной в дюйм, завершив ужасную трансформацию. Король славного пламени полностью раскрыл свою внешность как монарх трупа, которому 10 тысяч лет. Не успел он закончить свою трансформацию, как песчаный водяной дракон, ветреные клинки и черные сабли настигли его. Лицо короля славного пламени исказилось при виде этого, и он тут же выплюнул золотую жемчужину размером с кулак. Жемчужина закружилась в воздухе, а затем превратилась в большую золотую руку, которая схватила песчаного водяного дракона. Остальные атаки он заблокировал своими когтями. Ветреные клинки и черные сабли врезали в когти, а на самого короля славного пламени обрушился поток ударов. Раздался громкий взрыв, и вокруг короля славного пламени вспыхнул зеленый свет, с огромной силой отталкивая ветреные клинки и черные сабли. Король славного пламени взмахнул когтями, демонстрируя их мощь, превосходящую магические сокровища. Одним ударом он смог сразить комбинированные атаки ветреных клинков и летающих сабель. Тем временем большая золотая рука схватила дракона за шею, задержав его на некоторое время. Пока Ханьли спокойно наблюдал за всем этим, выражение его лица удивленно зашевелилось. Он не ожидал, что король славного пламени сможет собрать столько сил, несмотря на то, что он получил тяжелые ранения. Но когда мастер диких песков увидел, что песчаный водяной дракон пойман, он улыбнулся и указал на него. Песчаный дракон тут же засветился желтым светом и внезапно замер, а затем рассыпался на отдельные песчинки, вырвавшись из схватки. Затем рассеянный песок сгустился в шар, схватив большую золотую руку. Крупный мужчина на этом не остановился и холодно взглянул на короля славного пламени и Ханьли, а затем сделал жест заклинания. Желтый песок вдали зашевелился и метнулся к ним двоим в виде огромных песчаных волн, высота которых превышала 30 метров. Песчаные волны эхом испускали призрачные вопли, продвигаясь вперед.
Он активировал великую формацию вокруг них, чтобы с ее помощью убить короля славного пламени и Ханьли. Когда Ханьли увидел взгляд мастера диких песков, он тут же понял, что мастер диких песков планировал разобраться с ними двумя одним ударом. Если он продолжит колебаться, его бьют вместе с королем славного пламени, как только заклинание закроется. Выругавшись про себя, Ханьли не мог больше медлить и ввязался в бой. Взмахнув рукавом, он выпустил несколько десятков золотых летающих мечей, которые тут же стали вращаться вокруг его тела, превратившись в огромную массу полос мечей, и ударили в ближайшую волну песка. Другой рукой он вызвал древнее пурпурное зеркало и начал вливать в него магическую силу, высвобождая луч фиолетового света, чтобы ударить по песку. Затем произошло нечто неожиданное. Фиолетовый свет оказался особенно эффективен против формаций из тумана, но он был совершенно неэффективен против песка и просто прошел насквозь. Ханьли нахмурился при виде этого. Гигантская полоска мечей, сгущенная от его летающих мечей, рассекала огромную песчаную волну, оставляя в ней гигантскую дыру. Когда на короля славного пламени напали несколько магических сокровищ, он увидел, как Ханьли вошел в бой, и обрадовался. Но затем он поспешно выкрикнул предупреждение: «Будьте осторожен, песок падения души специализируется на разрушении магических сокровищ». Разрушение магических сокровищ. Услышав это, Ханьли был ошеломлен. Как раз в тот момент, когда полоска меча прорезала дыру в песке, из нее вырвался инский ветер, окружая черными пятнами огромный меч Ханьли. Затем из каждой песчинки вырвались нити черной ци, обвив каждый из его летающих мечей. Как только черные нити коснулись мечей, Ханьли почувствовал, что его связь с летающими мечами ослабла, а его нити духовного чутья были силой вытеснены из них. В результате он начал терять контроль над своими мечами. Лицо Ханьли похолодело, и он указал на свои летающие мечи со словами «взрыв». Внезапно послышались раскаты грома, а по лезвию мечей прокатились дуги молнии. Они разорвали черные нити на части, пробив огромную дыру в песке. Ханьли прищурился и посмотрел вглубь в облака, а затем изменился в лице. В центре облака в воздухе плыла густая масса песка. Она выглядела совершенно обычной, за исключением ее плотностью, в результате чего ее нельзя было уничтожить за короткий промежуток времени. Размышляя над этим, лицо Ханьли стало мрачным. В следующее мгновение за его спиной появилась пара серебряных крыльев. С раскатами грома он внезапно исчез и появился в 30 метрах отсюда. Внезапно алая алебарда затем прошла мимо того места, где он только что был. Хотя теперь он был на безопасном расстоянии, Ханьли все равно чувствовал ее палящую жару и был взбешен таким нападением. Пропустив атаку, алебарда начала вращаться в дьявольском облаке. Ханьли поднял голову, чтобы холодно взглянуть на дьявольское облако, и его глаза вспыхнули синим светом. Несмотря на то, что дьявольское облако было чрезвычайно плотным, его глаза духовного прозрения могли ясно видеть сквозь него. Лазурный старик в облаке с тревогой посмотрел на Ханьли. Он был очень удивлен использованием Ханьли молниеносного движения. Не сказав ни слова, Ханьли взмахнул крыльями и исчез в раскате грома. Старый старик в лазурном одеянии был снова ошеломлен этим, но как человек, прошедший много сражений, он рефлексивно похлопал по сумке для хранения и выпустил из нее лазурный щит. В тот момент, когда щит двинулся, чтобы защитить его, со стороны дьявольского облака вспыхнул серебряный свет, после чего появился Ханьли. Сжав руки в кулак, по его телу сверкала золотая молния, покрыв его несколькими слоями молнии. Затем во вспышке света Ханьли снова исчез из поля зрения. На этот раз старик почувствовал, как его сердце ушло в пятки, и тут же открыл рот, выплюнув сверкающий зеленый меч. Как только он появился, он облетел вокруг него в зеленой полоске света, чтобы защитить его. По-прежнему чувствуя себя неловко, старик подумал выпустить еще несколько магических сокровищ, но внезапно услышал гром позади себя. Глава 918. Шок нечестивых. Дуги золотой молнии яростно извергались в радиусе 10 метров вокруг Ханьли, подсвечивая его золотым светом, как будто он был богом молнии, обрушившим свой гнев на мир. Облако дьявольской ци поблизости было начисто стерто с лица земли, оставляя пустую область шириной более 30 метров, обнажая лазурного старика, притавшегося там. Старик в ужасе закричал, обнаружив, что ситуация изменилась в худшую сторону. Его тело вспыхнуло светом, и он метнулся прочь отсюда. Но поскольку Ханьли рискнул приблизиться к старику молниеносным движением, он не собирался позволять ему уйти. Ханьли размылся, оставляя после себя череду остаточных изображений, и выпустил в воздух шар фиолетового света и полоску золотого, взмахнув руками. Старик, увидев скорость, с которой двигается Ханьли, испугался. Не в силах сделать что-либо, он поспешно закрылся лазурной стеной света от своего щита.
Шар фиолетового света лопнул, врезавшись в нее. В следующее мгновение фиолетовое пламя распространилось по стене света, быстро покрыв ее слоем толстого льда и запечатав в нем лазурный щит старика. Старик закричал в ужасе: что это за свирепая техника? Затем атаковала золотая полоска света. Золотая полоска света исчезла, врезавшись в стену, но в следующее мгновение она появилась внезапно перед стариком. Старик дрогнул и бессознательно попытался уклониться. Внезапно он почувствовал, как через его плечо прошел ток, сопровождаемый невыносимой болью. Он тут же взглянул на плечо и обнаружил, что его рука была оторвана золотой полоской света. Если бы он не уклонился, на месте руки могла бы быть его голова. Отрубив руку старика, золотая полоска сделала круг в воздухе и выстрелила в небо, раскрывая свою истинную форму золотого меча длиной в дюйм. Затем старик повернулся и увидел крошечную дыру в ледяной стене. Он не верил своим глазам, что золотой меч был таким острым, что смог с такой легкостью пробить сквозь световую стену света и покрывающий ее лед. Старик вздохнул от удивления и почувствовал ужас в своем сердце. Он быстро приложил талисман на свое тело и закрыл рану от отрубленной руки. Стиснув зубы, он уставился на Ханли, желая в тысячекратном размере отомстить ему за потерянную конечность. Но как только старик взглянул на него, Ханли внезапно исчез без следа. Нехорошо. Сердце старика при виде этого ушло в пятки. Оглянувшись по сторонам, он не смог увидеть Ханли и быстро потянулся к сумке для хранения, чтобы достать защитное сокровище. Однако он опоздал. Старик услышал позади себя еле неразличимый звук, и свет, защищавший его тело, был полностью разбит, а затем из его груди вырвалась ладонь, покрытая фиолетовым пламенем. Фиолетовый лед быстро распространился по его телу, запечатав старика внутри. Острая боль пронзила тело старика, но он потерял возможность двигаться, в результате чего его сердце наполнилось ужасом. Затем Ханли вынул руку из тела старика и, взмахнув рукой, окутал его дугами молнии. Молния мгновенно распространилась по телу старика, превращая его в ледяную пыль пурпурного цвета. В следующее мгновение из ледяного облака вылетела зарождающаяся душа, окутанная черным светом, пытаясь сбежать мгновенным перемещением. Однако Ханли уже был готов к этому и выплюнул молнию. Зарождающаяся душа старика была мгновенно захвачена сетью молнии до того, как успел активировать мгновенное перемещение. Ханли ухмыльнулся с ледяным намерением в глазах и обеими руками сделал жест заклинания, приказывая золотой сети сжаться. Затем, в нескольких вспышках золотого света, зарождающаяся душа старика превратилась в ничто. Старик начал скрытную атаку на Ханли своей пылающей алебардой, но Ханли безжалостно отреагировал и истребил его за несколько мгновений, не оставляя двум другим возможности спасти его. Когда другие увидели, с какой легкостью Ханли справился с культиватором своего ранга, они побледнели от шока. Мастер Дикий Песок отправил несколько голосовых сообщений при виде этого. Затем он и лорд Небесный Ветер забрали свои магические сокровища и полностью отказались от битвы. Сокровища метнулись в песчаное облако и бесследно исчезли вместе с хозяевами. Король Славного Пламени был в невыгодном положении из-за его тяжелых ранений, но благодаря стойкости своего небесного трупа он смог без труда выдержать атаку магических сокровищ. Но, взглянув на Ханли, он почувствовал себя неловко. Он невольно задумался о том, смог бы он с такой же легкостью разобраться с культиватором своего ранга, даже если бы он находился в пиковом состоянии в своей гробнице, начисто разделавшись и с его зарождающейся душой. Будь то способности Ханли или их использование, они оба заставили короля Славного Пламени с трепетом смотреть на него. Король Славного Пламени собирался спросить Ханли, был ли он на поздней стадии зарождающейся души, но, еще раз посмотрев на него, он убедился, что Ханли был только на средней стадии. Этот юноша обладал грандиозными способностями, которые превосходили его уровень культивации. Когда король Славного Пламени подумал об этом, он почувствовал, как у него в жилах застыла кровь. К счастью, он только послал свои воплощения на поиски этого человека, в противном случае он мог бы быть на месте убитого лазурного старика. Поскольку он не смог ощущать свои воплощения после возвращения на горный хребет, он пришел к выводу, что Ханли убил их, и стал еще более настороженно относиться к нему. В минуты колебаний он подумал сказать несколько слов Ханли, как вдруг почувствовал удивительное изменение в песчаной формации, окружающей их. Слабые волны желтого песка полностью исчезли. Вместо этого их заменили едва различимые зерна черного песка, подобно тем, которые ранее атаковали летающие мечи Ханли. Черный песок не обладал такой же плотностью, как желтый, но его песчинки сияли черным ледяным светом и были расположены в облаке странным образом. С появлением черных песчинок раздались призрачные вопли, и черный песок тут же устремился к Ханли и королю Славного Пламени. Король Славного Пламени изменился и поспешно крикнул Ханли «Нехорошо». Этот старик высвободил призрачный ветряной песок вместо с песком падения души. «Господин Даосист, магические инструменты не смогут заблокировать его».
Мы сможем блокировать песок только с помощью нашей собственной культивации. Однако его магическая сила, безусловно, будет лишена контроля над таким большим количеством песка падения души, и он не может долго управлять им. Если мы выдержим несколько атак, он не сможет нам ничего сделать. Они с Ханли были теперь в одной лодке, и король не хотел, чтобы такой могущественный союзник потерпел неудачу. Хотя Ханли сумел рассеять черный песок в первый раз своей золотой молнией, он не был уверен, что Ханли сможет блокировать атаку такой интенсивности. Ханли, паря в воздухе, с равнодушным выражением на лице пробормотал: «Песок падения души». Судя по плотной инской ци этого песка, это магическое сокровище, усовершенствованное душами. Неудивительно, что он обладает такой мощью. При виде того, что Ханли ничего не предпринял, чтобы защитить себя, король славного пламени очень удивился, но не мог больше позволить себе уделять внимание Ханли, когда приближался черный песок. Он открыл рот и выплюнул шарики размером с кулак из светло-серого трупного пламени. Пламя слилось воедино в огромный огненный шар, защищая его от песка падения души. Он мог полагаться только на трупное пламя, которое он культивировал в течение многих сотен лет, чтобы блокировать надвигающуюся бурю песка падения души. Вскоре после этого облако черного песка накрыло его. Блестящий черный песок и серое трупное пламя трупа взорвались при столкновении в мощном взрыве. Пока король славного пламени готовил защиту, Ханли медленно уходил из центра формации. Мгновение спустя он обнаружил, что не может двигаться дальше, и ударил по своей сумке для хранения на талии, выпустив черную полосу света. Черная полоска закружилась в воздухе, а затем приземлилась перед ним в виде черной обезьяны высотой в несколько дюймов с недовольством на лице. Это был зверь плачущей души, которого Ханли насильно призвал. Он был в плохом настроении, потому что его культивация была прервана, пока он все поглощал трупное пламя трупа внутри барьера ваджры. Но, понюхав воздух, зверь плачущей души огляделся вокруг с восторгом на лице. Не дожидаясь приказа Ханли, обезьяна ударила себя в грудь, издавая тихий свист. Слепящий черный свет окутал все его тело, и она увеличилась в размерах, превратившись в огромную обезьяну высотой более 30 метров. На ее спине появилось изображение призрачного лица, и оно перемещалось по телу зверя, словно было живым. И король славного пламени, который изо всех сил старался заблокировать песок, и двое других, которые ждали возможности атаковать в отдаленном песчаном облаке, все были потрясены появлению зверя плачущей души. Пока они сгорали от интереса, почему Ханли вызвал этого таинственного духовного зверя, огромная обезьяна фыркнула и выпустила из носа облако желтого света. Облако сделало круг в воздухе и распространилось, окутав Ханли вместе с обезьяной. Облако черного песка в конце концов приблизилось к ним, полностью окружив. Затем песок сразу же выпустил плотную массу черной ци вокруг облака желтого света. Как только черная ци высвободилась, в песчаном облаке стало возможным рассмотреть ранее скрытые блестящие черные песчинки. Огромная обезьяна при виде этого невольно усмехнулась, выпуская луч золотистого света из своего носа. Луч света пронесся мимо облака и без малейшего сопротивления впитал все черные песчинки, а затем затянул их в нос обезьяны. В следующее мгновение лучи золотого света несколько раз пронеслись сквозь облако черного песка и полностью его рассеяли. Инская ци песчаного облака была начисто поглощена желтым световым облаком, не позволяя ей приблизиться к Ханли ни на дюйм. Огромное количество черного песка и инци постепенно стало заменяться желтым светом. Мастер диких песков и лорд небесного ветра, скрытые в песчаном облаке поблизости, наблюдали за всем происходившим в полном шоке. Глава 919. Вынужденное отступление. Песок падения души действительно не был обычным сокровищем. Мастеру диких песков пришлось тайно убить многих низкоранговых культиваторов, используя их первичные души, чтобы усовершенствовать его. Потратив на это большое количество материалов и более 100 лет напряженных усилий, теперь песок мог уничтожать другие магические сокровища. Раньше, всякий раз, когда он сталкивался с врагом, он просто выпускал песок падения души, что заставляло сокровища его противника терпеть огромные потери в силе. Во многих случаях это было эффективно, что он получил титул «Мастер диких песков». Он считался одним из самых выдающихся еретических даосистов. Одной из главных причин того, почему он осмелился спровоцировать прославленного злого культиватора короля славного пламени, была его уверенность в песке падения души. Но теперь появился этот неизвестный культиватор и с легкостью смог растворить песок без малейшего вреда для себя или своего духовного зверя. Поэтому мастер диких песков больше не осмеливался использовать песок падения души для атаки на них и поспешно отозвал его, сделав жест заклинания. Теперь его терзали сомнения, он не знал, что ему делать дальше.
В этот момент показался лорд Небесного Ветра с морщинистым черным лицом и маленькими глазами, спросив: «Брат Дикий Песок, ведь у тебя же есть голубой небесный кристаллический песок. Используй его, чтобы разобраться с этим человеком». Хотя мы не знаем, что это за огромная обезьяна, похоже, она способна сдерживать только иньскую ци и призраков души. У него не должно быть преимуществ над чистым даосистским сокровищем, таким как голубой небесный кристаллический песок. Если мы убьем этого человека, мы сможем вернуться к нашему изначальному плану. Для подготовки этого плана оба они потратили огромное количество усилий. Разумеется, они не хотели, чтобы их план провалился на самом последнем этапе. Мастер Диких Песков сильно покачал головой и сказал: «Я потратил слишком много усилий, чтобы приобрести голубой небесный кристаллический песок. Хотя я в близких отношениях с мадам Небесный Камень, и она одолжила мне его, мне пришлось поклясться, что я буду использовать его только для собственной защиты. Если с песком что-нибудь случится, хотя бы с одним зерном, объяснить это будет сложно. Но у нашего врага странные приемы и сокровища», — с тревогой сказал лорд Небесный Ветер. «Без использования этого песка мы не сможем ему противостоять, все наши предыдущие усилия будут напрасны. Не говоря уже о других сокровищах, мы обязательно должны приобрести жемчужину небесного трупа у старого дьявола. Это редкое сокровище для культивации тела, и для нас важно прорваться на следующую стадию культивации». Мастер Диких Песков фыркнул: «Жемчужина небесного трупа важна, но так, как голубой небесный кристаллический песок. Он предназначен только для однократного использования. Второй раз я не смогу выпросить его у мадам Небесный Камень. Кроме того, этот человек обладает слишком глубокими способностями. Возможно, даже песок будет бесполезен против него. Если ему удастся выдержать атаку, то наши дела станут совсем плохи». Но хотя лорд Небесный Ветер чувствовал, что в его словах был смысл, он все еще не хотел сдаваться. Как раз, когда он подумал переубедить его, по небу внезапно пронесся огненный свет и, сделав круг по небу, метнулся в руки мастера Диких Песков. Мастер Диких Песков удивленно взглянул на талисман передачи звуки и без каких-либо колебаний погрузил в него свое духовное чутье. Вскоре его лицо стало угрюмым, и, взмахнув рукой, он погасил талисман. «Уходим!» — крикнул мастер Диких Песков. Даже голубой небесный кристаллический песок не сможет с ним справиться. Эти бесполезные земляные демоны и дьявольские ветреные семена были прорваны трупными солдатами под контролем этой наложницы Нефритовый Цветок, и она послала сюда большое количество высокоранговых трупов. Оставаться здесь дольше слишком опасно. Планы лорда Небесного Ветра полностью провалились. Двое Тудды сделали жесты заклинания и, подлетев к облаку черного песка, метнулись вдаль. За все это время ни лорд Небесный Ветер, ни мастер Диких Песков больше не показывали себя. Стоя на плечах огромной обезьяны, Ханли посмотрел вдаль с холодным выражением лица. Поскольку его время было ограничено, он выпустил бы небесный котел, если бы битва слишком затянулась. Учитывая, что котел запечатал духовный песок святой бесконечного неба, он смог бы разобраться с ними, но главной причиной для беспокойства было то, что небесный котел был божественным духовным сокровищем. Хотя немногие культиваторы за пределами области моря рассеянных звезд могли узнать его, он не хотел раскрывать его другим, иначе, если бы кто-то осознал, что это, его неприятностям не было бы ни конца, ни края. Когда король славного пламени увидел, что мастер Диких Песков и лорд Небесный Ветер отступили, он почувствовал огромное облегчение. Однако трупное пламя на его теле все еще пылало, когда он приветствовал Ханли, сказав: «Способности господина даосиста просто невероятны. Вы действительно смогли прорваться сквозь песок падения души. Это был открывающий глаза опыт. Я должен поблагодарить вас за доброту в спасении моей жизни». Услышав это, Ханли бросил оценочный взгляд на трупного монарха, которому было 10 тысяч лет, с равнодушным выражением на лице. Хотя песочный туман рассеялся, но состояние трупного монарха было далеко от хорошего, духовная ци, выпущенная из его тела, составляла менее половины его первоначального состояния. Очевидно, что использование трупного пламени для блокирования песка падения души, когда был тяжело ранен, стоило огромных затрат энергии. Хотя король славного пламени был необычайным культиватором, в его нынешнем состоянии и недавним проявлением силы Ханли он невольно почувствовал страх в своем сердце. Он насторожился, боясь, что Ханли повернется и нападет на него, пока он слаб. Между тем, огромная обезьяна под Ханли стояла на месте с прикрытыми глазами с тех пор, как ушел песочный туман, словно наслаждаясь поглощенным черным песком в животе. В этот момент Ханли сразу же почувствовал враждебный взгляд короля славного пламени и встретился с ним взглядом. Затем зверь плачущей души открыл рот и щелкнул языком в направлении короля славного пламени, глядя на него так, словно он был чем-то вкусным. У короля славного пламени при виде этого кровь застыла в жилах.
Увидев, насколько легко обезьяна смела песок падения души и осознав, насколько это страшно, он почувствовал страх. Он предположил, что зверь был естественным заклятым врагом его природы, и выругался про себя. Ханьли, осмотрев его, почувствовал трупную ци, которая была в барьере Ваджры, и, судя по его имени короля славного пламени, сумел собрать воедино его личность. Изысканный труп, о котором упоминал Цзинь Юань, был фактически монархом перед ним. После решительного использования техники великого развития, чтобы очистить свой разум, Ханьли задумался о том, сколько времени у него осталось до того, как печать души снова вступит в силу, и о возможных секретных методах короля славного пламени, и о способностях, которые он раскрыл в своем недавнем бою. Он больше не сможет застать его врасплох, и даже с помощью зверя плачущей души его шансы убить его за то короткое время, которое ему осталось, были не очень высокими. Немного подумав, Ханьли насильно подавил свое намерение убить, но так как он в конечном итоге случайно спас, он не собирался позволить этой возможности ускользнуть у него из-под носа. Чтобы разрядить обстановку, Ханьли сказал с мягким выражением на лице: «Хотя мое проявление силы было результатом их собственных действий, я в итоге спас вам жизнь. Не вы ли сказали, что собираетесь хорошо вознаградить меня за это? Мне очень интересно, как вы это сделаете». Ханьли не верил, что король Эн честный человек, и с каждым днем все более злобная реакция Ци приближалась, он не хотел тратить на него своим силы. Король славного пламени расслабился, услышав это, и усмехнулся: «У меня с собой не так много. Всего несколько духовных камней и других материалов. Если вам это по душе, мы можем вернуться в мою пещерную резиденцию, и я обязательно отплачу вам по заслугам». Посмотрев на него некоторое время, Ханьли спокойно сказал: «Не нужно так сильно беспокоиться. Однако мне понравилась ваша золотая жемчужина. Могли бы вы подарить ее мне?» Выражение лица короля славного пламени стало угрюмым, но, взглянув на огромную обезьяну, он улыбнулся и спросил: «Вы имеете в виду этот предмет?» Затем он открыл рот и выплюнул золотую жемчужину. Ханьли равнодушно кивнул при виде ее. Этот предмет называется жемчужиной небесного трупа. Это сокровище, которое образуется после того, как трупный монарх культивирует искусство небесного трупа. Ее нельзя просто так передавать другим. Если я правильно угадал, два демона горы Фансянь, скорее всего, шли за этим предметом. Король славного пламени улыбнулся, а затем указал на золотую жемчужину перед собой, сказав: «Однако жемчужина больше не нужна таких, как я, так что вы можете взять ее». К удивлению Ханьли, жемчужина метнулась к нему, и он поймал ее в воздухе внезапным появлением большой лазурной руки. Старый дьявол просто отдал ему жемчужину. Ханьли завернул в жемчужину в лазурном свет и пристально осмотрел ее. С ней было все в порядке. Говоря об этом предмете, Ханьли собирался только поторговаться с королем и посмотреть, что он может дать ему. Этот внезапный поворот событий привел Ханьли в замешательство. Глава 920. Две жемчужины. Ханьли почувствовал, что что-то не так, изменился в лице. Король славного пламени, заметив это, попытался объяснить: «Пожалуйста, не думайте, что это странно, господин даосист. Хотя это жемчужина небесного трупа, это не та, которую я культивировал. Когда я впервые приобрел искусство небесного трупа, я также получил эту жемчужину трупа. Поскольку моя жемчужина небесного трупа чрезвычайно важна, я скрываю ее в своей гробнице, а не ношу при себе». «Вот как? В таком случае, я возьму ее». Ханьли кивнул, но как только он подумал спросить что-то еще, он изменился в лице и взглянул вдаль со словами: «Кажется, ваши люди прибыли. Мне пора». Прежде чем король славного пламени смог что-то сказать, тело Ханьли засверкало лазурным светом, и он унесся прочь по небу. Старый дьявол скептически отнесся к словам Ханьли, но вскоре он услышал призрачные крики вдалеке и зеленое облако, которое показалось на горизонте. Король славного пламени был рад их видеть. Теперь, когда мастер диких песков и лорд небесный ветер отступили, ему нечего было бояться. Затем он превратился в полоску серого света и полетел приветствовать их. В этот момент Ханьли пронесся по небу со скоростью молнии. Он не смел потратить оставшееся время до того, как печать души снова вступила в силу. Ему нужно было избавиться от короля славного пламени и двух других еретических культиваторов, иначе он встретится с ними с заблокированной культивацией. С магической силой Ханьли, временно восстановленной в полную силу, он смог летать с невероятной скоростью. К тому времени, когда его магическая сила была снова запечатана, он достиг горного хребта за 1000 километров, несколько раз изменив направление на пути. Ханьли вздохнул с облегчением. Проверив свое местонахождение, он достал свой летающий магический инструмент. 2 дня спустя Ханьли приземлился на маленькую пустынную гору.
Вскоре он выпустил несколько магических инструментов и легко вырезал пещерную резиденцию. В качестве завершающего штриха он установил на входе иллюзорную формацию. Хань Ли вошел в запечатанную комнату пещерной резиденции и сел, скрестив ноги. «Ты планируешь здесь культивировать искусство яркого нефрита?» Монарх расщепления души внезапно нарушил тишину. «Что? А разве место не подойдет?» — спросил Хань Ли. Монарх расщепления души фыркнул и раздраженно сказал: «Здесь нет духовной вены. С такой скоростью культивации, к тому времени, когда ты закончишь, моя душа уже рассеется». «Хех. Старший, пожалуйста, не сердись, я пошутил. Я уже постиг часть искусства яркого нефрита по пути сюда. К счастью, первый уровень техники не имеет больших требований к духовной ци. Я считаю, что смогу культивировать его уже через год, но вырастить второй слой будет гораздо сложнее и потребуется большое количество духовной силы. Когда придет время, я найду духовную вену, сейчас это займет невыносимо много времени. Чтобы исключить возможность негативной реакции ци, мне придется культивировать первые два слоя искусства яркого нефрита прямо сейчас». Затем Хань Ли продолжил: «Несмотря на то, что в Великой империи Цзинь много духовных вен, все они заняты, даже низшие. Поскольку я планирую быстро восстановить свою магическую силу, мне понадобится духовная вена соответствующего качества. Лучше всего проникнуть в большую секту и спокойно культивировать там технику. Судя по твоему тону, у тебя уже есть план», — полюбопытствовал монарх расщепления души. «Вот так. У меня уже есть цель, и мне даже не нужно подделывать личность». «Это хорошо. Не хочешь рассказать мне об этом?» — удивился монарх. «Все просто», — объяснил Хань Ли. «Среди свитков в секретной пещере клана Фэн было несколько, в которых подробно описывались некоторые секретные дела клана Фэн. Так уж сложилось, что мастер клана Фэн подготовил путь побега для учеников клана много лет назад, создав совершенно не связанный с кланом Фон как богатого торгового клана в провинции Нань. Этот богатый торговый клан имеет более дюжины успешных бизнесов, но на самом деле это было то, что клан Фэн втайне создал. Торговый клан — это просто прикрытие, а вся власть и контроль принадлежат клану Фэн. Теперь, когда клан Фэн пал, я смогу использовать этот богатый клан в качестве прикрытия и войти в большую секту в регионе. Всего через 3 года я смогу высвободить большую часть своих сил от зловещей ци и смогу безопасно искать твои материалы». «Вот как? Кажется, это хорошая идея, но почему ты остановился здесь? Ты планируешь культивировать первый слой?» «Я планирую закончить первый слой искусства яркого нефрита. Я хочу посмотреть, есть ли проблемы с его культивацией. Кроме того, я также хочу воспользоваться этой пустынной областью, чтобы барьер Ваджры признал меня как своего хозяина и превратить кристаллизованное демоническое ядро в летающую иглу. Но что еще более важно, мне придется сначала разобраться с этими предметами». Хань Ли вздохнул и, взмахнув рукой, вызвал в ладони белую и золотую жемчужину. Это была жемчужина небесного трупа, которую он только что приобрел у короля славного пламени, и жемчужина снежного кристалла, которую он приобрел у ученика Дворца Девяти Бессмертных. Излишне говорить, что жемчужина снежного кристалла — это редкое сокровище ледяного элемента, и оно еще не познало мастера. Если мне удастся усовершенствовать ее и культивировать, оно, безусловно, принесет пользу высшему фиолетовому пламени. А поскольку жемчужина небесного трупа так сильно желанна другими культиваторами, она тоже должна быть ценна. «Старший, ты знаешь, как ее использовать?» Немного подумав, монарх расщепления души сказал: «За этим предметом гнались культиваторы дьявольского и призрачного, да, поэтому я не знаю о ней слишком много. Знаю только, что жемчужины трупа обладают большой репутацией. Предметы этой природы — то, что только трупные монархи могут произвести во время культивации. Культиваторы, которые полагаются на методы усовершенствования тела, считают ее чудесным лекарством для этих целей. Проглотив жемчужину, такой культиватор будет медленно культивировать конституцию своего тела, и его закаленное тело будет набирать силу. Как только жемчужина будет полностью усовершенствована, тело станет таким же прочным, как у трупного монарха. Учитывая, что эта жемчужина трупа называется жемчужиной небесного трупа, ее эффект должен быть необычным. Этот король славного пламени, скорее всего, культивировал технику усовершенствования тела». Хань Ли опустил голову взглянуть на золотую жемчужину и нерешительно спросил: «Проглотить ее? Чтобы усовершенствовать это магическое сокровище, мне придется поместить его в свое тело. Разумеется, усовершенствовать ее не так просто. Жемчужины трупа чрезвычайно ядовиты. Сначала тебе нужно приготовить духовную жидкость, чтобы удалить из нее яд. Хотя материалы для создания духовной жидкости очень редкие, я напоминаю, что у тебя уже должны быть материалы под рукой. Вполне возможно, что жемчужина сможет помочь тебе в культивации искусства яркого нефрита.
Сейчас я напишу тебе состав духовной жидкости на нефритовой пластинке. Вот, взгляни. Вот как. Большое спасибо за беспокойство, старший. С улыбкой сказал Ханьли. Из бамбуковой трубки на спине вырвалась нефритовая пластинка, и, поймав ее, Ханьли погрузил туда свое духовное чутье. Вскоре после этого монарх спросил странным тоном: «Малыш Хань, разве ты не забыл кое о чем важном с тех пор, как сбежал с долины Мауланей?» Вынув свое духовное чутье из пластинки, Ханьли спросил смущенным тоном: «Что-то важное?» «Что значит старший?» Монарх вздохнул и сказал: «Неужели ты забыл? В твоем божественном духовном сокровище кое-что запечатано. Ты хочешь сказать о воплощении святого зверя бесконечного неба?» С улыбкой сказал Ханьли. Монарх расщепления души хихикнул со словами: «Верно. С тех пор, как ты запечатал зверя, разве ты не забыл о нем? Неужели ты недооцениваешь его?» «Недооцениваю?» «Конечно, нет. На самом деле, я пытался разобраться с этим. Однако я смогу вывести котел только после того, как восстановится моя магическая сила. Естественно, что ты не знаешь об этом. Что ты сделал?» С любопытством спросил монарх. Ханьли ответил, криво улыбнувшись: «А что я мог сделать? Котел — это не то, что я могу с легкостью достать, и захват зверя оказался далеко за пределами того, что я мог ожидать. Я мог использовать только свое духовное чутье, чтобы общаться со зверем. И каков результат?» С великим ожиданием спросил монарх. Ханьли мрачно фыркнул и сказал: «Зверь давно не был в этом мире и не обладает большим интеллектом. Я не могу с ним общаться». Монарх расщепления души равнодушно сказал: «Ничего удивительного. Однако, поскольку зверь сформировался из духовного чутья существа из более высокого царства, я считаю, что его разум полностью разовьется через несколько лет. С ним еще не поздно разобраться. Тогда мне остается только ждать. Жаль, что в нем также запечатан котел святой бесконечного неба. Мощь его духовного песка делает его чрезвычайно мощным сокровищем. Кажется, что ее котел был имитацией небесного котла», — с сожалением сказал Ханьли. Казалось, что котел святой не похож на магическое сокровище, специализирующееся на боях, в отличие от веера семи огней. Если тебе удастся собрать достаточно материалов, чтобы изготовить имитацию, которую я разработал, то веер наверняка будет лучше, чем имитация котла святой. Не могу дождаться, чтобы увидеть это». Холодно рассмеялась монарх расщепления души.